От пациента 19 августа 2025 года. Задержка мочи, острое состояние, повышение уровня ПСА на фоне воспаления. Сейчас наблюдается снижение с 10 до 4 на фоне лечения. ПСА в январе 2025 года на диспансеризации был 1,0. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 54 лет. Дата исследования 2 сентября 2025 года. Область исследования, органы малого таза. Исследование выполнено в режимах T1-2 DWI, жироподавление. Исследование выполнено в X-SEC, кор-проекциях. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрично, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия патологических включений. Мочевой пузырь пуст, в нем правильно стоит эпицейстостостома. Содержимое однородной структуры, визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Предстательное железо шаровидной формы, неоднородно по своей структуре размером, 38 на 46 на 46 мм, объемом 42,0 кубического сантиметра. Семенные пузырьки кистозно изменены, содержат множественные мелкие кисты диаметром до 5-6 мм. Семявыносящие протоки, в зоне сканирования, без особенностей. Дополнительных образований в малом тазу не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены. При выполнении DWI, участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Обращает на себя внимание двухсторонняя гидроцеля. Заключение. МР-картина состояния после наложения эпицейстостомы, доброкачественной гиперплазии, диффузных изменений ткани предстательной железы, PIRATS-3 двухстороннего гидроцеля. Рекомендована консультация уролога, УЗИ органов мошонки. 3 сентября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Эпицейстостома стоит правильно. Примерно за час до исследования ее имеет смысл пережимать, чтобы можно было оценить мочевой пузырь. Кроме признаков хронического простатита, также есть гиперплазия предстательной железы, как бы сказали раньше, аденома, что собственно и проявилось острой задержкой мочеиспускания. Признаков опухоли, рака предстательной железы нет, в этом плане спокойно все. Есть выпад в мошонке, на этом исследовании она не полностью в поле сканирования, имеет смысл сделать УЗИ, и с результатами к урологу.